Привет! Сегодня будет видео про вот эту вот штуку. Это украшение, накладка для коробки, которая, кроме того, несет функцию, чтобы заклепки держались в тонкой деревяшке и не выскочили из нее. Дерево очень плотное, очень твердое, но не прочное. Палисандр. Толщина небольшая, поэтому, естественно, нужна какая-то накладка. С этой стороны будет петля, с этой стороны будет как раз вот эта вот накладка таким вот образом держаться. Так. И вот в этих местах, вот здесь и здесь, будут заклепки. Таким образом крышка не сломается. И футляр будет хорошо работать. Ну и попутно, пока я эту накладку делал, я снимал видео через микроскоп. Получилось 8 часов видео. Как вы понимаете, смотреть все эти 8 часов застрелиться можно. Но кому-то будет интересно посмотреть. И чтобы было не скучно, поболтаю, что-то расскажу, что-то, может быть, даже покажу. Так, поехали. В общем, идея самого занятия этой гравировкой у меня появилась еще в детстве. Я, возможно, где-то уже это говорил, не помню. Но занялся я этим только в 45 лет. Сейчас, кстати, мне 46, то есть занимаюсь я этим всего лишь год. И результаты, самое главное, что меня самого устраивают. По многим отзывам тоже люди говорят, что очень хорошо получается. Я на это и надеялся, собственно, когда начал заниматься этим. Именно на это и надеялся. И что я могу сказать? Начинал с нуля, знаний до этого у меня было немного, только в общих чертах, что гравюра вообще создавалась для того, чтобы создать первый вариант печатного дела. И не то чтобы даже печатного, а просто массово распространять иллюстрации, допустим, какой-то рисунок. Его же, если когда рисуешь от руки, его же невозможно повторить. Поэтому нужна была какая-то технология, которая позволяет печатать одно изображение несколько раз в точности, один в один. А потом уже гравировка перешла и на ювелирное дело. Или наоборот, сначала было ювелирным делом, а потом уже. Но не суть. Суть в том, что я этим занялся, у меня это получается, и я намерен продолжать. Информации у меня было немного. Практически все самые важные моменты я узнал из интернета. Google всем поможет. Google, Яндекс. Я в основном, кстати, пользуюсь Яндексом.
раньше пользовался Гуглом, но в последнее время Яндекс тоже весьма неплохо работает. Меня устраивает, тем более, что я вообще пользуюсь многими сервисами от них. Вот. И осознал, что самый лучший инструмент – это самодельный инструмент. По крайней мере, для меня самодельный доступнее. А плюс я знаю, что я делаю, и знаю, на что рассчитывать. Знаю, что этот инструмент меня не подведет. Вот как раз делаю гравировку вот этим вот штихелем. Флаг-штихель. Что, не фокусируешься, что ли? О, сфокусировался. Самодельный штихель из быстрореза. Угол заточки 45 градусов под мельхиор. Всю информацию узнал из интернета. И перепроверял ее, естественно, опытным путем, для того, чтобы понимать, как это все работает. То есть вычитал, проверил, работает отлично, не работает, ищу дальше. И подобным образом все это изучал. Вот. Что конкретно на этой детали? На самом центральном медальоне решил изобразить то, что у меня на аватарке. То есть венок, свою физиономию и ленточку. Классическая, в принципе, классическая композиция. Но вот единственное, что меня немножко смущает, хотелось бы сделать венок, который как раз я сейчас гравирую, инкрустации в латуни. Но размеры такие маленькие, что у меня просто нет такого опыта, чтобы сделать такую инкрустацию, такого качества и такого размера. Поэтому решил просто вырезать и не заморачиваться. А вот ленточку я все-таки сделал инкрустацию из меди. И в принципе неплохо получилось. Вообще, если не с увеличением, а просто так на глаз смотреть, то кажется, как будто портрет лазерная гравировка. Вот листочки сейчас режу контур и думал, что этого будет достаточно. Но в итоге я углубил их, сделал фасет штихелем. И этот результат стал лучше гораздо, чем просто контур вырезать. Выразительнее. Прямо контрастные, сочно получилось. Ну, в конце видео увидите. За время моего занятия гравировкой, в принципе, у меня появилось немало подписчиков в Инстаграм. Мне даже нередко задают вопросы, как что делается, как сделать то, как сделать это. Стараюсь отвечать по возможности, потому что прекрасно понимаю, что если человек никогда не сталкивался с таким делом, сложно сообразить, с чего начать. В первую очередь глаза разбегаются. Ну, я конкретно в этом деле я уже примерно знал, потому что у меня
весьма неплохой опыт столярного, слесарного дела, строительного дела. В принципе, если разобраться, то гравировка, она как раз собирает в себе несколько основных ремесел, профессий, как еще сказать, мастерства, ну, вы поняли, то есть несколько направлений в себе собирает. Единственное, что все это уменьшено до микроскопических размеров. По сути, то же самое можно делать и на обычной стали, только в крупных масштабах. И многие, кстати, это делают. Вот эта гравировка, это то же самое, только уменьшенная в несколько крат. Я гравирую с микроскопом, но на самом деле не все гравировки делают с микроскопом. Кто-то просто одевает окуляры с трехкратным увеличением или двухкратным, и этого хватает, потому что они делают не такую микроскопическую композицию, а, допустим, иллюстрацию для книги. Там вовсе не обязательно все это до микроскопических масштабов уменьшать. Так что я начинал тоже без микроскопа. У меня были очки, называются бинокуляры. На самом деле это монокуляр, просто сделан в виде очков, и две линзы, как у часовых мастеров, стоят. Но двумя глазами одновременно, естественно, ничего не видно, потому что фокусное расстояние у линз очень маленькое, буквально там 3-5 сантиметров. Естественно, глаза в кучу так не собрать, и линзы так не направлены были. Поэтому я вставлял на один глаз 25-кратную линзу, а на другой глаз 15-кратную. Для того, чтобы менять глаза и постоянно линзы не переставлять, было в принципе неплохо. Но гравировать в таком режиме категорически не рекомендую. Это очень плохо. За 3 месяца, что я так мучился, нет, вру, не 3 месяца. Слава богу, 2 месяца максимум я так мучился. Я немножко подсадил зрение себе. Сейчас я не могу разглядеть что-то ближе 30 сантиметров. Раньше я видел весьма неплохо. Сейчас я не могу. Даже если текст мне перед носом вот так поставить, я не смогу прочитать. А далеко вижу очень хорошо. Ну, в принципе, 30 сантиметров от глаз – замечательное зрение. Вот. Поэтому работать с монокуляром при большом увеличении категорически не рекомендую. Лучше потратиться, купить микроскоп, тем более, что можно найти сегодня микроскоп не такой прям дорогой, но вполне достаточный для работы. Я купил китайский микроскоп, я делал о нем обзор. Можно увидеть этот обзор на YouTube канале, на Яндекс.Дзене. И микроскоп меня радует. Я еще докупил. У меня сейчас 3 комплекта окуляров. 10-кратные, 20-кратные и 30-кратные. Есть объективы. 2-кратный, 0,5 крата и 0,3 крата. 0,3 крата я сейчас использую, с ним очень плотно работаю, потому что очень большое фокусное расстояние. Это очень удобно. То есть свободу рукам, не боишься микроскоп задеть, там линзу поцарапать. Вот, кстати, приступаю к автопортрету. Изображение переносил
печатное, то есть напечатал на лазерном принтере ацетоном, смочил. И почему у меня плохо перенеслось изображение, почему потом пришлось иглой дорисовывать? Потому что я поленился. Надо было сначала ацетоном протереть деталь, обезжирить полностью. Вот. Кстати, многие говорят, не получается ацетоном переносить изображение, там туфта получается. Туфта получается, потому что не обезжириваете. Надо обязательно тщательно обезжирить поверхность. Вот. И напечатанное изображение нельзя руками трогать. Если руками не трогать изображение и обезжирить деталь, рисунок отлично переносится, напечатанный лазерным принтером, отлично переносится и замечательно держится. У меня он съехал, потому что я, естественно, поленился, ничего толком не сделал, не обезжирил. Поэтому дорисовывал иглой. Ну, слава богу, у меня с художественным умением весьма неплохо, поэтому смог перенести. Ну, дальше вы видите, у меня получились глаза в кучку и лоб узковат. У меня лоб широкий. У меня вообще вот эти рога. Когда спрашивают, почему в армии не служил, я говорю, каски квадратные не делают. Самое интересное, что мне удалось лицо изобразить на площади 6 на 8 миллиметров. Для меня это для самого достаточно удивительный факт, что, оказывается, так можно было. Но это на самом деле все зависит от хорошей моторики. Если моторика мелкая очень хорошо развита, то в принципе это легко возможно. Вот сейчас уже видно, что лоб завален немножко. Глаза вроде как на месте, а лоб видно, что завален. И потом мне пришлось это исправлять. Ну, слава богу, исправил. И глаза поправил, немножко отдалил друг от друга и лоб. И в этом видео, кстати, вы увидите, как исправлять ошибки. Я там в нескольких местах черканул, прям один раз прямо поперек лица вот так проехал. И исправил. Это все делается гладилкой, слава богу. Прежде чем заняться гравировкой, я много видео посмотрел на ютубе. Если, кстати, хотите заняться, рекомендую посмотреть видео Сергея Серебрякова и Сэма Альфана, потому что они в подробностях рассказали очень многие моменты. Сэм Альфана, естественно, говорит только по-английски, русского языка он не знает, и он не рассчитывает на нашу аудиторию. А Сергей Серебряков рассказывает именно по нашей советской школе гравировки. Молодец, хороший мужик, много знает, много делится своим опытом. Вот. Еще можно посмотреть видео. Есть канал Олив Пас. Это в Санкт-Петербурге живет гравировщик. Тоже многое рассказал, интересное и полезное.
Возможно, еще что-то найдете. Я просто сейчас уже не помню. Я плотно смотрел видео по гравировке в прошлом году. В 2019 году. В декабре я начал смотреть. 24 февраля, если не ошибаюсь, я уже сделал первый штихель, попробовал гравировать, кстати. Вот первая гравировка. Ну, давай фокусируйся, блин. Это, конечно, не на металле, но в качестве теста, в качестве посмотреть, как оно будет выглядеть, мне вполне хватило. Я понял, что, в принципе, можно хорошие вещи делать. Прорисовка деталей волос. Я этот момент очень хорошо проработал на монете Ленин-Сталин, которую делал в прошлом году. Да, в прошлом году осенью я делал. То ли в ноябре, то ли в октябре. Нет. Я делал это, старался успеть сделать к празднику Великого Октября. Вот. И там я попробовал Ленину волосы проработать. Потому что попросили сделать Ленина немножко помоложе, посимпатичней. Как сказали, своди его к барберу, в барбершоп. Ну, немножко подсвежил, и весьма хорошо стал выглядеть Ленин. Многие восхитились. Ну, я, естественно, я первый восхитился, что у меня получилось. И Сталину я тоже волосы проработал хорошо. Оказывается, в принципе, это легко возможно. Достаточно тонким штихелем. Иногда спрашивают, где я покупаю инструмент, где я покупаю расходники. Я постарался собрать ссылки, где я это все беру и покупаю. Постарался все собрать на своем сайте. У меня есть там на главной странице, вниз прокрутить. Там есть ссылка на инструменты с Алиэкспресс и не только. Все, что там не указано, чем я пользуюсь, я покупаю в Сапфире. Вообще в Сапфире люблю покупать. Может быть, там цены подороже, может быть еще что-то. Но меня цены как бы не очень сильно волнуют. Там, если отличие на 3-5%, иногда даже на 10% различаются цены, меня это мало волнует, потому что мне важно в первую очередь комфорт. Если мне комфортно покупать, я покупаю. А в Сапфире мне оказалось весьма комфортно покупать. Пока других более комфортных мест для покупок не знаю. Много покупал на Алиэкспресс. Ну как много. Хотел даже шарногель купить на Алиэкспресс, но не сложилось. Заказал, тянули
не присылали, сначала даже на отправку не отдавали очень долго, недели 2, наверное, не могли на отправку отдать. Потом, когда я написал, наехал на них, они отдали на отправку. Потом служба доставки долго тянула, то есть не двигалось ничего с места. В итоге я не стал дожидаться конца срока, там 70 дней, по-моему, дается на то, чтобы отменить заказ. Я не стал дожидаться конца этого срока, я просто через 1,5 месяца я уже говорю: ребята, мне, говорю, это неинтересно, придется купить дороже в своей стране, но зато получу быстрее в 10 раз и не буду переживать. И Шарнугель я купил в Сапфире. Вот. Шарнугель, в принципе, тот же китайский. То есть никакой разницы, что на Алиэкспресс покупать, что в Сапфире. По крайней мере, по доступной мне цене, я могу себе позволить, позволить себе только китайский. Сейчас я даже китайский не могу себе позволить пока. Бюджет — это дело такое, я в бюджетной организации работаю. Вот. И, Китай. Главное, чтобы руки были и голова соображала. Я посмотрел, меня, кстати, предупредили, что будет очень сильно люфтить. Действительно, очень сильно люфтил изначально. И губки не сходились у тесов. Посмотрел, понял, где что нужно изменить, где что подправить. В итоге все это подправил, сделал подкладки, где нужно, сделал из монеты, из 10-копеечной латунной шайбочку, вставил ее, чтобы не болтались губки, потому что губки, даже когда сведешь и сильно затянешь, они все равно из стороны в сторону ходили. Сейчас это все не двигается, не шатается, и Шарнугелем можно прекрасно пользоваться. Меня сейчас единственное, что смущает, это подставка. Опа. Подставка резиновая. Она, конечно, очень хорошо, но это хорошо, когда работаешь без микроскопа, то есть в больших масштабах. Когда масштабы микроскопические, очень неудобно, когда резиновая подставка. Резиновая подставка, она пружинит. То есть начинаешь делать рез и видишь в микроскопе сдвиг детали на довольно большое расстояние. Поэтому я приобрел вот такую вот плашку. Не помню, как она называется. Вот здесь, где-нибудь здесь, где-нибудь, вот, где-нибудь напишу, короче. Увидите текстом, что за пластик. Читал его характеристики. Это износостойкий пластик. То есть, что нужно будет сделать, это отверстие, самое маленькое отверстие, вот, и потом его по сфере расширять кверху, чтобы когда Шарнугель сверху поставить, чтобы он лежал как влитой. Я пока еще толком не придумал, как это делать. Конечно, первая мысль в наше время отдать на фрезеровку. Отдать-то можно, но где у нас в нашем городе найти фрезеровку, я, честно говоря, пока не представляю. Я в городе
очень мало с кем общаюсь. Я вообще, честно говоря, вживую с людьми прям вот глаза в глаза редко стал общаться. Видимо, не знаю, может быть, просто мне хватило живого общения в молодости, потому что у меня было очень много друзей. Потом мы как-то все разбежались, потом я уехал на север. Вот. И на севере у меня друзей не так много. С теми, с кем общался в Уфе, связь с большинством не поддерживаю. Поддерживаю только с 2-3 людьми. Так вот. Поэтому как бы немножко в информационной блокаде нахожусь в своем городе. Не знаю, где у кого могут быть станки, с кем можно договориться на эту тему. Ну и к тому же, если станок с ЧПО, это опять же нужно рисовать 3D-модель, возиться. А я компьютером сейчас очень отрицательно расположен. Стараюсь как можно меньше работать за компьютером. Причем стараюсь как можно меньше именно работать. То есть я могу сидеть в Ютубе там или вот монтировать, записывать видео, но расчеты какие-то делать, писать программы, что-то еще такое мне сейчас абсолютно неинтересно. Так, что-то я отвлекся на свою болтовню. Сейчас, получается, я выбираю бормашинкой углубление под ленточку. Ленточка, я говорил, из меди сделал. И тут вот, кстати, сложность с этой ленточкой. Я думал, вырежу из меди, сделаю углубление, просто ее туда утоплю и пристучу. Ну, то есть молотком пристучу и будет держаться. На самом деле не все так оказалось просто. Медь очень мягкий металл, мельхиор тоже очень мягкий, но медь в разы мягче мельхиора. И когда я начал пристукивать, естественно, медь начала расширяться. Полезла во все стороны. Кое-как запихал правую половину. Когда стал пытаться запихать левую половину, понял, что она не влазит. Увеличилась длина всей ленточки на 0,3 мм. И она никак не хотела влазить. То есть расширять углубление не вариант, потому что как бы там уже все на своих местах. В итоге пришлось ее пополам резать. Отпилил лобзиком. Вот. И вторую половину начал загонять с левого края. Тоже очень долго пытался это сделать. Она вообще никак не хотела влазить. Ее вроде пристукиваешь, она по логике должна зацепиться, потому что снизу все дно сделано как положено. Вот эти вот. Ну, короче, завершил дно. Там на видео нет, не увидите, там нету. В этот момент у меня как раз переполнилась флешка, и я видосы скидывал на компьютер. В общем, делается как? Дно углубления, берется зубильце, именно вот не штифель, а именно зубильце, то есть стальной стержень, заточенный как зубило. Угол вот такой. Не 40 градусов, как у штихеля, не 60, а вот именно вот такой острый угол, где-то 30-40
30, наверное, градусов. Вот. И такой вот штукой под углом, где-то под 45 градусов, нужно врубаться в поверхность дна в разные стороны. То есть один так, другой вот так. И вот так вот завершить можно поверхность. Получается как будто такие заглубления. Когда начинаешь инкрустировать мягкий металл, он при ударах как бы затекает туда, забивается. Ну, то есть его давлением туда загоняет. И вот этот ёрш, который получился, то есть вот эта вот зазубрина, которая вверх торчит, мало того, что металл туда затек под нее, она еще от удара прихлапывается. И как бы надежно держит металл, он уже никуда не денется. И, видимо, я побоялся недостаточно сильно вколачивал. В итоге получилась такая беда, что очень долго мучился. Вот, кстати, на экране видно, беда тоже. Забиваются эти отверстия под штифты на шарноге, их приходится продувать. То есть я взял шприц и шприцом выдувал. До того, как у меня шприц появился, я мучился долго. То есть я и намагниченным пинцетом туда лазил, и что только не делал, и ватной палочкой пытался. Но сейчас, слава богу, шприц появился, шприцом выдувается весьма неплохо. Шприц даже не знаю, ну, короче говоря, это алмазную пасту покупал. Я не знаю, на сколько кубов этот шприц. Ну, видите, да, вот моя ладонь и вот размер шприца какой. Вот таким шприцом, в принципе, выдувается неплохо. Вот как раз я сейчас зубильцем пробиваю. Это был у меня флагштихель. Но у меня их уже достаточно много. Так, сейчас я даже посчитаю. 1, 2 и 3. Разных размеров, разной ширины. У меня их 3 штуки. Поэтому пожертвовал одним флагштихелем для того, чтобы сделать зубильце. Вообще, в принципе, весь режущий инструмент легко делается из напильников. Это самое доступное, что у меня есть. Вот, кстати, видите, да, скрепку подкладываю. Увидел, не помню, если я не ошибаюсь, у Сэма Альфана я увидел этот прием, но у него латунная проволочка, а я взял скрепку канцелярскую стальную. Почему Сэм взял латунную? Потому что латунь мягкая, то есть не повредит поверхности, ну или, по крайней мере, не так сильно ее повредит. Я взял стальную, потому что у меня под рукой она была. Но со стальной нужно очень аккуратно, потому что, не дай бог, сильно надавить, это появится вмятина, ее надо будет потом править. Вот на видео видно, я уже вколотил ленточку. Очень много появилось этих, как называют-то, углублений. Когда вколачивал, я вколачивал такой штукой, как объяснить-то. Я вот многих названий не знаю, так я даже не знаю, как объяснить, как назвать. В общем, вот такая штука.
Давай, фокусируйся. Что, слишком близко, что ли? Что-то не ловит фокус. Придется вручную фокусировать. Вот. Из напильника тоже сделан. То есть, вот, кончик я у него просто затупил. И, естественно, скруглил все это, зашкурил аккуратно, чтобы не было острых краев. Кончик у него плоский. И вот такой штукой диаметр кончика 1 мм. И вот такой вот штукой я проколачивал. Все, медь проколотил. И она... О, господи, я автофокусирование включил. Непрерывное. Вот. Медь вколотилась, но этой штукой вот я, когда вколачивал, в нескольких местах очень сильно долбанул молотком, поэтому появились углубления. Вот под бородой на шее как раз несколько углублений, которые так и не удалось сгладить, потому что если бы я их сгладил, то стер бы напрочь свое лицо. Поэтому я загладил как мог, как получилось. И гладилкой, и бормашинкой с резинкой. Скажем так, не столь важно, что оно там осталось, это углубление. Общую композицию это не испортило. Вот. Почему прорезают по контуру всегда инкрустацию? Потому что очень тяжело добиться ровного края. Когда инкрустируешь, край одного металла соприкасается с другим металлом, и при вколачивании один металл вминается в другой, где-то больше, где-то меньше. Это хорошо, вот когда часто показывают, как гравируют оружие, допустим, огнестрельное, там вколачивают золото. Понятное дело, каленая сталь или легированная сталь твердая, и в нее вколачивают золото. Золото очень мягкое, оно чуть ли не как свинец по мягкости, так оно никуда не денется. То есть оно по-любому примет ту форму, которая предоставляет ей сталь. А когда инкрустируешь медь в мельхиор, или еще круче, латунь в мельхиор. Латунь, кстати, по твердости примерно равна мельхиору, так, навскидку. И поэтому очень сложно инкрустировать латунь в мельхиор. И край по-любому будет неровный. Вот хоть ты тресни, хоть что ты делай. Самый верный способ сделать край в край прям идеально, прям вообще, это просто в мельхиоре вырезать полностью насквозь отверстие нужной формы для того, чтобы инкрустировать что-то. И не инкрустировать, а вставлять туда деталь, добиваться идеального совпадения краев, чтобы все это настолько совпадало, что нигде ни щели не было, ни наплыва, ничего такого. Только таким образом можно идеально край в край попасть. Когда инкрустируешь вколачивание, как говорят у нас в России те, кто занимается гравировкой, когда делаешь всечку,
Край ровный сделать очень сложно на мягких металлах. Вот так вот. Вот пошла уже подпись. Вообще подпись занимает где-то 6 миллиметров. Длина подписи, которую я сейчас вырезаю на видео. Вот. Ну, я умудрился добиться 5 миллиметров. То есть я, когда эту подпись придумал, думал, что сложно, я не смогу нарезать такую подпись. Тем не менее, научился, и она у меня сейчас весьма неплохо получается. То есть мне не приходится уже там переживать, что у меня там что-то не получится. То есть очень маленький шрифт, очень хорошо и достаточно ровно получается. Другой вопрос, что это прочитать потом невозможно без увеличения. То есть приходится либо фотографировать, увеличивать фотографию и читать, либо брать что-то увеличивающее, там, лупу или еще что-то. Потому что глазами просто видно, что там что-то нацарапано, а что там такое. Но как подпись, вот именно, чтобы обозначить, что это именно моя работа, оно весьма хорошо. Достаточно компактно. Вот я в Инстаграме говорил, когда начинал эту деталь делать, эту накладку на коробку. Я в Инстаграм говорил, что у меня не получается штриховая гравировка, поэтому делаю объемную. Но вот на меди я попробовал сделать. Я же на аватарке именно такой рисунок делал, что штриховкой тень показал. И вот на меди попробовал, оно получилось. То есть, в принципе, я не безнадежен. Главное сообразить, как это правильно сделать. Я, похоже, поймал нюансы. Так что, скорее всего, штриховой гравировкой тоже буду промышлять. Почему мне так хочется штриховую гравировку делать? Потому что вот свой автопортрет я сделал буквально за один вечер. Получается, за 5 часов. 5 часов потратил, чтобы вырезать свое лицо. Скорость. А вот такую вот деталь, которую вы наверняка неоднократно видели уже, вот такую детализацию объемную сделать весьма сложно. На это приходится тратить от 2 недель до месяца, в зависимости от сложности. Ну, по крайней мере, мне. Я вообще выяснил такой факт, что я, оказывается, улитка-ветеран. То есть мало того, что я дважды ранен, я еще и ветеран. Очень медленно. Я всегда очень медленно все делаю. Зато стараюсь именно качественно взять. Я очень не люблю делать плохо. Ну, уже полирую. Да, заметил, что с этой стороны не дорезал тени немножко. То есть я уже собрался полировать, думаю, все, я ее сделал, а потом пригляделся, ёкарный давай, оказывается, с правой стороны я
на верхних изгибах не сделал тень. Ну и вот готовый вариант. Зачернил, получился такой винтаж. Вот так вот. В общем, кому интересно, у кого есть какие вопросы, заходите ко мне на сайт, ссылка в описании будет. Там есть все мои контакты во всех соцсетях. Подписывайтесь, спрашивайте, задавайте вопросы, ставьте лайки, дизлайки. Ну, это все как обычно, короче. Вы все это знаете лучше меня. Ваше поколение или, может быть, мое поколение. Сейчас все знают, что такое лайки и дизлайки. В любом случае, все это влияет на то, что мы делаем. Если я вижу вашу реакцию, я знаю, в каком направлении двигаться дальше. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Будем заниматься всякой фигней. Всем пока.